Я задумался о переезде в Европу довольно давно. В 2012 году я открыл бизнес в Болгарии, получил там вид на жительство и выбирал в итоге страну, в которой хотел бы поселиться. Я довольно много путешествовал и посетил, наверное, более 80 стран в мире. И Франция мне очень нравится как страна. Я говорю свободно на французском языке еще со времен университета. Ну и, в общем, это было логичным шагом переехать во Францию, выбирая из европейских стран по куче разных параметров. Здесь были какие-то параметры экономические, интеграционные, ментальные, климатические и так далее. Первый параметр – это возможности интеграции. На мой взгляд, довольно сложная интеграция в маленьких европейских странах. Они могут быть прекрасными, они и есть прекрасные, комфортные, страны довольно богатые, но они мононациональные, с небольшим количеством иммигрантов, с своим национальным языком. И, в общем, если рассматривать такие страны, как, не знаю, Швеция, Норвегия, ну, даже Чехия, это как бы страны мононациональные, в которых довольно сложно интегрироваться. Есть Германия, привлекательная страна для иммигрантов, но у меня не складывались никогда какие-то теплые отношения с Германией, хотя я говорю на немецком языке, я очень часто был в Германии в командировках рабочих, но сам стиль жизни и какой-то бесконечный порядок, который в Германии постепенно превращается в засилие бесконечной бюрократии, мне не очень нравится. Ну и плюс в Германии нет теплого моря, что для меня принципиально. И поэтому, сравнивая возможности интеграции, климатические какие-то возможности, в общем, по сумме всех параметров Франция является идеальной страной в Европе. Это программа, которая была специально запущена для того, чтобы привлекать во Францию талантливых, высококвалифицированных специалистов из разных сфер. Плюс до сих пор, несмотря на изменения в иммиграционном законодательстве, во Франции податься на гражданство, получить французский паспорт, вы можете спустя 5 лет законного проживания во Франции, выполнив по большому счету 3 основных требования. Вы должны говорить на французском языке, у вас должен быть стабильный постоянный доход, превышающий минимальный размер оплаты труда, и у вас должно быть жилье во Франции, в аренде, в собственности, то есть у вас должен быть постоянный во Франции адрес. Это основные параметры, которые позволяют получить и ПМЖ, и гражданство. И для этого нужно во Франции прожить всего 5 лет. Поэтому, на мой взгляд, это довольно существенное преимущество, которое есть у Франции, которого нет в других странах. Потому что, например, практически у всех французских соседей, у Испании, у Италии срок до получения паспорта, даже не до получения паспорта, а до возможности подать заявление на паспорт составляет 10 лет. Во-первых, нужно выяснить, к какой категории вы относитесь. Если вы художник, артист, то вы проходите по категории паспорт таланта, профессия в сфере творчества и культуры. Если вы основатель стартапа, соответственно, вы проходите через паспорт таланта инновационный проект. Если вы хотите во Франции основать бизнес, то вы можете претендовать на паспорт таланта создания предприятия. Если у вас высокий уровень профессиональных достижений, вы член профессиональных ассоциаций, у вас есть награды, вы участник каких-то рейтингов, то можно претендовать на паспорт таланта реноме на национальном или международном уровне. То есть первым шагом является посмотреть, соответствует ли ваш профессиональный профиль и ваши планы дальнейшие профессиональные во Франции одной из категорий французского паспорта таланта. Как мы всегда рассказываем на встречах, консультациях с клиентами, визы созданы для того, чтобы их выдавать, а не чтобы в них отказывать. Поэтому большая часть визовых программ в мире, визы таланта, визы для предпринимателей, для стартаперов, они не являются сверхсложными для того, чтобы их получить. Но обычно для того, чтобы разобраться в критериях, нужно потратить очень много времени, сил, потому что чаще всего государственные какие-то гайды или описание той или иной визовой программы на официальных сайтах, они не включают в себя весь объем той информации, которую вам нужно предоставить. Поэтому я бы сказал, что можно собрать документы на визу самостоятельно, если
провести достаточный как бы research, какие-то исследования, посмотреть на статистику выдачи той или иной визы, какие документы другие люди собирали и так далее. Но сложность заключается в том, что чаще всего вы ограничены каким-то небольшим набором таких вот кейсов, с которыми людей, которые тоже подавались на аналогичную визу и которые могут с вами каким-то опытом поделиться, а у консультантов, у каких-то юридических компаний, у консалтинговых компаний объем вот этой накопленной экспертизы в десятки, а то и в сотни раз выше. И поэтому каждый конкретный кейс можно оценить уже как бы на моменте какой-то консультации намного более глубоко и дать более правильные рекомендации для того, чтобы не подаваться на эту визу там 2 или 3 раза, если первый или второй раз случился какой-то отказ. Документы для каждой категории паспорта таланта требуются разные. Если вы артист-художник, главное, что нужно сделать, нужно доказать, что вы действительно являетесь художником. Доказательствами является ваш диплом, участие в выставках, какие-то ваши появления на биеннале или, не знаю, на каких-то мероприятиях, на которых участвуют художники. И второе – это доказательство того, что вы зарабатываете деньги именно вашим творчеством. Что это может быть? Контракты с вашими галереями, выполненные заказы и подтверждение оплаты от ваших клиентов. Например, вы можете быть художником, который сотрудничает с архитекторами, дизайнерами. Это гонорары, которые получены от тех или иных там дизайнерских архитектурных бюро за какое-то художественное оформление их проектов. Если вы предприниматель, то вам подходит виза «Паспорт таланта» создания предприятия. Что нужно для получения такой визы и в дальнейшем ВНЖ? Вам нужно утвердить ваш бизнес-план в Министерстве экономики. Вы можете открыть любое предприятие в любой сфере на территории Франции. И нужно разработать бизнес-план, и с этим бизнес-планом обратиться в Минэк и его утвердить. И второе, это должен быть определенный объем инвестиций. Есть минимальные требуемые инвестиции для такой визы, это 30 тысяч евро. Ну а дальше это самый высокий порог, он никак не ограничен, это зависит от тех инвестиций, которые требует ваш проект. Что должен включать ваш бизнес-план? Он должен включать реалии Франции, понимание того, кто будут ваши клиенты, какие-то прогнозы вашей выручки, адаптация это под налоговую систему Франции, под рынок труда и так далее. То есть он должен быть убедительным, этот бизнес-план, чтобы получить визу. Я могу сказать, что каких-то формальных ограничений на то, в какой сфере бизнеса вы можете открыть компанию и, соответственно, получить под нее визу, нет. Но если мы говорим о какой-то, не знаю, фруктовой палатке, то, скорее всего, вы не сможете получить визу. Если мы говорим о открытии ресторана, например, который требует больших инвестиций и в котором есть какая-то концепция, то это вполне возможно. Кстати, могу привести примеры наших клиентов, какие проекты довольно легко получают одобрение. Получают одобрение любые строительные проекты, связанные с девелопментом территорий, но, помимо всего прочего, проекты, связанные с реконструкцией старых зданий. Когда выкупается какое-то старое здание, это не обязательно должен быть замок во Франции, это может быть просто какой-то дом. Он реставрируется, адаптируется к современным требованиям там, пожарной безопасности, электрики и всего остального, и потом продается этот дом как, не знаю, там, например, многоквартирное какое-то строение. Такие проекты очень популярны во Франции. Во Франции много старого жилья, и вот такие компании, которые открываются именно под реконструкцию таких проектов, легко получают одобрение Министерства экономики. Здесь важное уточнение – это не инвестиция в вашу личную недвижимость, когда вы себе покупаете квартиру, ее реставрируете и под это вдруг получаете визу. Нет, это должен быть бизнес-проект. Например, старое какое-то строение, пятиэтажный дом, как бы там 10 квартир, он находится в ветхом состоянии. И ваш проект включает инвестиции в реконструкцию этого дома, адаптацию его к современным энергетическим нормам и так далее. И в дальнейшем выступаете как маленький девелопер, который этот объект берет, его реставрирует, реконструирует, вкладывает определенный объем денег своих в самом начальном этапе и потом его перепродает. Вот таких проектов очень много на территории Франции, и под них легко дают визу под создание предприятия.
Если же мы говорим не про какой-то классический бизнес, а про инновационный бизнес в любой сфере, это может быть биотехнологии, это могут быть финтех, это может быть современные образовательные технологии и так далее, то мы говорим про визу «Паспорт таланта» инновационный проект. Какие требования для него? Первое, вы должны быть включены в программу акселерации в одном из акселераторов в системе French Tech, французские технологии. И второе, вы должны получить одобрение инновационности вашего проекта от Министерства экономики. То есть как бы 3 этапа получения визы и ВНЖ. Это акселератор, потом Министерство экономики, потом консульство. Ну и 4-м этапом уже на территории Франции является обращение в префектуру для трансформации вашей визы в карточку вида на жительство. Во Франции виза таланта и процедура получения визы таланта отличается от других стран, в частности от Соединенных Штатов и Великобритании. Во Франции нет органа, который предварительно, до обращения в консульство, оценивает ваш профессиональный бэкграунд, ваше досье и выдает решение, подходите вы по требованию визы или нет. Если в Соединенных Штатах петиция по визам там, не знаю, О1 или EB-1.2 подается в USCIS. В Великобритании есть endorsing body, подтверждающий орган, который выдает решение по досье на Global Talent визу, то во Франции такого органа нет. И вы подаете документы напрямую в консульство. В зависимости от того, какой у конкретного консула есть опыт в работе с этим типом визы, знает ли он вообще все французское законодательство и как он внимательно рассматривает ваше досье, могут быть разные сюрпризы. Поэтому во Франции практически все эти категории визы таланта описаны очень кратко в Кодексе о пребывании иностранцев, и поэтому мы для своих клиентов рекомендуем руководствоваться принципом избыточности информации. То есть вы в ваше досье добавляете максимальное количество доказательств соответствия той или иной визе, тому или иному критерию, который требуется для визы таланта закрыть. В досье, помимо профессиональных документов, есть формальные документы. Формальные документы включают паспорт, ваше свидетельство о рождении, выписку с банковского счета, что у вас есть достаточно денег на первый год жизни во Франции. И также важно показать, что у вас есть во Франции адрес. Вы можете либо заранее арендовать жилье во Франции на долгосрочный период. Вы можете забронировать жилье на Airbnb или на Booking. Если у вас друзья, родственники или знакомые живут во Франции, они готовы вас разместить у себя и подписать документ, который называется «Attestation d'hébergement». Франция большая страна, и здесь, несмотря на то, что экономический центр страны все-таки сконцентрирован в столице, во Франции много разных крупных городов и разных климатических зон, которые можно выбрать в зависимости от тех параметров, на которые вы ориентируетесь. Из других крупных городов можно сказать, что есть Бордо, есть Лион, есть Марсель, есть Ницца, есть Лиль, есть Перпиньян и так далее. И все они находятся в разных частях Франции, разный климат, разный уровень экономического развития. И здесь нужно ориентироваться на то, где вам для ваших целей будет удобнее. Если вы инновационный проект и вы приняты в какую-то акселерационную программу в акселераторе Station F в Париже, очевидно, что нужно жить в Париже. Если вы предприниматель, который собирается заниматься строительством, девелопментом на Лазурке, вам нужно жить на юге. Жизнь в маленьких городках отличается от столицы. В маленьком городе будет в любом случае меньше каких-то культурных мероприятий или выбора разных ресторанов, чем в крупном городе. Но с точки зрения инфраструктуры, если мы говорим про образование для детей, школы, детские сады, про больницы, про дороги, супермаркеты и все остальное, то во Франция это равномерно развитая страна, и поэтому здесь в любом регионе, в любой точке Франции вы найдете высокий уровень сервиса и высокий уровень развития инфраструктуры.
Моя мотивация была, помимо того, что как бы я хотел жить конкретно во Франции, когда я выбирал город во Франции, мне было принципиально, чтобы это был теплый город, ну, чтобы это был теплый регион, потому что я люблю плавать на открытой воде, я люблю тепло. Я родился в Сибири, на юге Западной Сибири, в городе Кемерово. И, в общем, до возраста 14 лет я прожил там, и я знаю, что такое минус 30 и минус 40 зимой, и что такое зима, которая начинается в октябре. В общем, я всю свою жизнь потратил на то, чтобы больше к холоду никогда не возвращаться и не видеть снег. И поэтому, в общем, как бы выбор был, ну, для меня был довольно очевиден, что я хотел жить на юге. А конкретный город я выбирал, ну, по сумме каких-то параметров, потому что Лазурный берег, он довольно большой, здесь много разных городов. Есть крупный самый город, это Ницца, который, ну, на мой взгляд, шумноват. И, в общем, я выбрал, да, маленький городок между Монако и Италией. Очень многие ориентируются, когда оценивают Францию, на существующие о французах и о Франции стереотипы. Существует такая даже, ну, известная шутка, что Франция была бы раем на земле, если бы не французы. Ну вот как бы с этой позиции приезжать во Францию, ну так же, как с этой позиции приезжать в любую другую страну, мне кажется, не очень стоит, потому что в таком случае вы все время будете замечать какие-то негативные стороны менталитета, стиля жизни, каких-то особенных там традиций в стране, которые вам не близки. Здесь много очень преимуществ развитой страны, преимуществ демократических и так далее, но есть, конечно, и вещи, которые людям, которые переезжают из крупных российских городов, а тем более из столицы, могут быть некомфортными. Например, французская бюрократия и функционирование каких-то государственных сервисов. Здесь, так же, как и в принципе во всей Европе, нужно быть готовым к тому, что не все работает как часы. Здесь никто никуда не торопится, в том числе и государственные чиновники. И ожидание разных документов, каких-то ответов на обращение в государственные органы может длиться очень долго. С этим нужно просто смириться и спокойно ждать, потому что в итоге у всех все получается и все получают. В моей жизни с переездом во Францию изменилось практически все. Во-первых, ну, я переехал туда, куда я всегда хотел переехать. Я уже несколько лет подряд, я не знаю, что такое зима. Я больше занимаюсь спортом, потому что море находится вот буквально в 2 шагах от дома, и я там примерно 7 месяцев в году плаваю в открытой воде, что мне очень нравится. Я стал намного больше путешествовать и организовывать какие-то короткие вылазки на уикенд в Италию, в Австрию, в Швейцарию, куда-то вот, куда ехать отсюда не очень далеко, 3, 4, 5 часов на машине, и ты попадаешь уже совсем в другое какое-то место интересное, в другую страну, где говорят на другом языке. Жизнь в маленьком городе и работа онлайн, потому что вся наша команда работает дистанционно, она предполагает более спокойный образ жизни. То есть я крайне редко пользуюсь общественным транспортом. Я никуда не еду, и я на самом деле очень сильно отвык от какой-то беготни, спешки, метро и такого, знаете, внутреннего напряжения большого города. Это мне очень комфортно. Нужно быть открытым к тому, какие здесь существуют традиции, как здесь устроена жизнь, и не относиться к этому сразу с какой-то негативной стороны. Например, во Франции существует исторически, на протяжении уже пары веков традиция есть по часам. И если вы не попадаете в эти часы, то вы просто не сможете нигде поесть. Нужно идти тогда домой и готовить себе какую-то еду. Очень многие вновь переехавшие воспринимают это в штыки. Ну как же так, я в 4 часа дня нигде не могу поесть. Французы это воспринимают по-другому. Французы это воспринимают как заведенный порядок, к которому все привыкли. И вот этот момент, к которому всем вновь прибывающим, переезжающим нужно тоже адаптироваться. Это на самом деле довольно легко, и потом ты видишь в этом определенные плюсы.
Я на французском языке говорю свободно уже очень давно. И сама интеграция, она, конечно, требует определенных усилий. Для меня таким вот моментом, который помог интегрироваться, завести французских друзей, получать приглашения на свадьбы, на дни рождения и ездить куда-то вместе в путешествия, был, с одной стороны, спорт, потому что я записался в клуб парусного спорта, я занимаюсь бадминтоном во французском бадминтонном клубе, я хожу на плавание и состою в ассоциации любительского плавания Франции. И помимо этого еще также какое-то общение социальное с соседями, какие-то городские праздники и так далее, где вы можете познакомиться с разными людьми, вступить в какие-то группы городские. И, в общем, если вы говорите на языке или стараетесь, учите его, и не остаетесь закрытыми в своем каком-то маленьком кругу близких, там, знакомых и какого-то общения, которое осталось еще до переезда, то тогда интеграция происходит довольно быстро. Абсолютное большинство людей переезжают во Францию, не зная французского языка. Прожить во Франции без французского можно, но не нужно, потому что это создает бессмысленные сложности в вашей повседневной жизни. К сожалению, Франция – это страна, в которой французский язык учить придется. Во Франции с английским языком можно обойтись довольно беспроблемно. Почему? Потому что все государственные сайты переведены на английский язык. В государственных каких-то учреждениях вы можете либо найти человека, который говорит на английском языке, либо использовать тот же самый Google переводчик и общаться. Это абсолютно нормальная практика. Но в повседневной жизни, не знаю, в общении с соседями, если вам нужно будет вызвать какого-нибудь сантехника, сходить в домоуправление или, я не знаю, просто спросить в ресторане у официанта, какое блюдо дня, то если вы находитесь за пределами крупного какого-то туристического города, английский язык, возможно, вам поможет, но с французским вам было бы более комфортно. В мире вообще существует несколько крайностей. Существуют маленькие мононациональные государства, которые очень закрыты к чужакам. И существуют максимально открытые к чужакам общества. Это, не знаю, страны англосаксонские, страны переселенческого капитализма, которые просто были выстроены исключительно иммигрантами. Канада, Австралия, Новая Зеландия, Соединенные Штаты. Франция занимает промежуточное место. Франция – это страна, в которой преимущественно живут французы, но примерно 20% населения Франции – это не французы. Это люди, родившиеся за границей, которые переехали во Францию, или это люди второго поколения, не являющиеся этническими французами. Французское общество толерантно и открыто к иностранцам. Намного больше, чем другие страны европейские. Но интеграция во Франции – это не задача французов. Они интегрированы в свое общество. Интегрироваться нужно тем людям, которые во Францию приехали. И если вы будете делать какие-то усилия в этом направлении, то это довольно легко. Никаких тут сложностей невероятных не существует. Главная сложность, которую нужно преодолеть, это нужно преодолеть просто языковой барьер. И все. Я бы сказал, что при переезде в другую страну, хоть это и очень сложно, но все-таки себя нужно подготовить к довольно существенному и большому стрессу. Стресс связан со многими факторами. Связан с тем, что, скорее всего, вам на первом этапе придется потратить довольно много денег на то, чтобы как-то построить свой быт. Потому что вы никого не знаете, или советы, которые вы можете получить, они не всегда бывают адекватными и релевантными. И поэтому любой переезд, он даже в рамках одной страны связан с тратами, а в рамках переезда из одной страны в другую эти траты возрастают многократно. Второе – это стресс, который вы испытываете из-за того, что не знаете, как здесь что-то устроено, как здесь что-то функционирует. И этому просто нужно дать время. То
То есть нужно просто постепенно привыкнуть к тому, каким образом те или иные сложности, проблемы решаются. Третье, не нужно никогда требовать от местных, чтобы они делали так, как вы привыкли. Нужно просто быть более открытым к тому, что все живут по-разному, и чаще всего то, как в той или иной стране жизнь устроена, это, скорее всего, она устроена логично, но логично она устроена для местных. И вот когда вы переезжаете, постарайтесь смотреть на вещи с точки зрения местных. И тогда, в общем, какие-то нервы вам удастся сохранить. И мы в Relocate не оставляем своих клиентов, когда клиенты получают визы. После того, как они приезжают во Францию, мы сопровождаем их на каждом этапе. От момента получения карточек и контактов с префектурой до записи детей в школу, получения всяких медицинских страховок и даже какого-то решения бытовых проблем. Тех же самых, куда обращаться, если вдруг у вас дома погасло электричество или у вас случилась протечка, а вы не знаете телефона слесаря. Поиск жилья во Франции очень сильно отличается от всего того, к чему вы могли привыкнуть в России. Во Франции очень серьезное законодательство, которое защищает арендатора от произвола арендодателя. Поэтому в момент, когда вы подписали договор аренды, внесли первую оплату, арендодатель, владелец квартиры, которую вы арендуете, по большому счету ничего не может сделать с вами, если вы даже перестанете платить арендную плату. Поэтому сложность с арендой жилья во Франции заключается в том, что нужно предоставить досье арендодателю, что вы платежеспособны. К сожалению, это не так просто сделать, если вы только переехали во Францию, потому что подтверждением вашей платежеспособности являются несколько документов. Ваша налоговая декларация, предыдущая, за предыдущий год, которой у вас, скорее всего, нет. Ваш контракт рабочий и последние 3 или 6 зарплатных листков, что вы получаете зарплату. У вас ее тоже, скорее всего, нет. Ни налоговой декларации, ни контракта, ни зарплатных листков. Третье – это наличие гаранта на территории Франции, то есть это человек, у которого достаточный уровень дохода, и он обязуется в случае, если вы перестанете платить за жилье арендную плату, он из своего кармана будет ее оплачивать, потому что выступает вашим гарантом. Вот эти 3 важных документа у большинства переезжающих во Францию отсутствуют по понятным причинам. И здесь начинаются сложности. Но главное, что все, кто переезжают, все жилье находят. Просто сложность заключается, во-первых, в чем? Скорее всего, вам не удастся найти самое дешевое жилье или жилье, которое находится на у нижней границы стоимости, потому что спрос на жилье высокий, и оно, скорее всего, идет к французам. Второе, вам придется либо активно использовать ваши связи по всяким разным группам в Фейсбуке, в Телеграме, искать варианты поиска жилья, либо платить выше стоимость, где ниже конкуренция с местными. И второй момент, вам придется, скорее всего, оформить страховку. Во Франции существуют специальные страховки, которые позволяют избежать требования наличия гаранта, предоставления контрактов и ваших предыдущих налоговых деклараций. Она стоит обычно месячную или 1,5-месячные стоимости аренды и позволяет арендодателю гарантировать, что в случае, если вы перестанете платить сами аренду, то страховая компания выплатит эти арендные платежи за вас. Мне удалось избежать во Франции проблемы с поиском арендного жилья, потому что я купил себе квартиру, и я живу в своей собственной квартире. Для наших клиентов у нас есть сервис, Relocate помогает с поиском жилья. У нас есть сеть контактов практически по всей Франции, агентов, которые могут подобрать жилье по вашим параметрам. У нас есть контакты со страховыми компаниями, которые помогают оформить страховку от невнесения арендных платежей. И, в общем, чаще всего поиск жилья для наших клиентов не превышает 1 месяц, что по французским меркам очень и очень быстро. Чем отличается Relocate от других консультантов и других компаний? Первое – это фокусом на
визах талантов. Мы работаем с визами талантов в 3 страны. И Франция является среди этих стран одной из самых популярных. Второе, то, что мы сопровождаем наших клиентов на всех этапах, от момента появления мысли о том, что нужно переехать, до момента самого переезда и адаптации в стране. Третье, то, что я сам живу во Франции, и вся команда, которая занимается помощью с оформлением досье на паспорта талантов, находится во Франции. Мы отслеживаем изменения во французском законодательстве, мы всегда держим руку на пульсе. Но самое важное, у нас больше 100 кейсов в базе тех клиентов, с которыми мы уже работали, которые получили одобрение, которые переехали во Францию по разным категориям паспорта талантов, и мы можем ориентироваться на то, каким образом создать наиболее успешное и выгодное досье, как представить достижения, проект, профессиональный опыт и так далее, для того, чтобы досье точно прошло, чтобы вы получили визу и в дальнейшем смогли переехать спокойно во Францию. Самое ценное в переезде во Францию для меня – это реализация моей мечты. Я хотел жить во Франции, я с детства восторгался французской культурой, я читал какие-то книги про французскую революцию, про Францию, про французскую, не знаю, культуру, кулинарию и все остальное, и в итоге вот я здесь. В общем, как бы это самое важное, я счастлив, что я здесь живу, я рад тому, что моя мечта осуществилась и что мой долгий путь к этому переезду в конце концов увенчался успехом.